Здравствуйте! В этом выпуске мы будем готовить очень вкусный, но недорогой карамельный крем. Готовится он из самых обычных продуктов. В составе крема всего 4 ингредиента: сахар, молоко, масло и крахмал. Кроме этого, я сегодня расскажу, как работать с масляным кремом в жаркую погоду. Ну и как всегда напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Для крема нам понадобятся вот такие ингредиенты. С самого начала приготовим карамельную заварную основу для крема. Для этого берем сковородку с толстым дном, высыпаем сюда сахар и включаем средний огонь. Теперь сварим карамель, либо по-другому называют сжечь сахар. В принципе, здесь ничего не нужно делать, нам просто нужно, чтобы сахар полностью растопился на этой сковородке. Сахар начинает топиться от края сковородки. Обратите внимание, вот сначала он будет светлым, потом постепенно станет желтеть, нагреется до янтарного цвета. По мере нагревания сахара я слегка поднимаю сковородку и делаю вот такие наклоны. Таким образом сахар лучше распределяется по сковородке и быстрее нагревается. Можно взять деревянную шпажку и смешивать сахар шпажкой, чтобы он быстрее растопился. Но лопаткой не рекомендую, потому что большое количество карамели налипнет на лопатку. Вот так постепенно сжигаем сахар, но главное не перепалить. Растопленный сахар должен быть однородным, вот он должен быть такой прозрачный. Все, карамель у нас готова. Выключаем быстренько газ и добавляем сюда очень горячее молоко. Смешиваем, быстро смешиваем. Обратите внимание, что выделяется очень горячий пар, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не обжечь руки. Смешиваем до тех пор, пока карамель полностью не растопится в молоке. Вот у нас получается такой карамельный сироп. Теперь оставляем карамельный сироп, чтобы он остудился до комнатной температуры. Карамельный сироп у меня остыл. Посмотрите, как он выглядит. Выглядит очень аппетитно. Теперь к этому сиропу добавляем крахмал. Смешиваем сначала лопаткой, чтобы крахмал полностью окунулся в сироп. Но крахмал все равно не разойдется в сиропе, поэтому нам нужно пробить еще ручным блендером. Тогда крахмал полностью растворится. Ни в коем случае не добавляйте крахмал к горячему сиропу, потому что тогда крахмал собьется в плотные комки, и мы тогда не сможем ничего сделать. Пробиваем блендером несколько минут. После этого ставим на умеренный огонь. Как только сироп начинает кипеть, уменьшаем огонь до минимума и увариваем несколько минут. Никуда не отходите, все время помешивайте, чтобы ничего не пристало ко дну. Во время этого процесса плотность сиропа почти не поменяется. Она поменяется, когда сироп остынет, станет намного гуще. Увариваем несколько минут и убираем с огня. Теперь обязательно оставляем остудиться до комнатной температуры. Можно убрать в холодильник, чтобы процесс прошел быстрее. Вот так выглядит уже наша заварная карамельная масса. Очень ароматная, имеет такой ярко выраженный карамельный вкус. В принципе, можно сказать, что вот эту заварную карамель можно использовать смело также в других рецептах, где применяется вареное сгущенное молоко. После этого приступаем к приготовлению крема. Берем масло. И если у вас такая же температура, как у меня стоит 33 градуса тепла. Масло, которое предназначено для крема, выставляем из холодильника за 10 минут до того, как мы будем его взбивать. Взбиваем масло ручным миксером до пышности и посветления. Особенно в жаркую погоду масляные кремы очень сложно готовить. Все из-за того, что если температура выше 25 градусов, масло становится очень мягким. Когда масло очень мягкое, оно также плохо взбивается. Лучшая температура в помещении для приготовления масляных кремов – это до 20 градусов. Если температура намного выше, это составляет некоторые неудобства. К примеру, крем нужно будет охлаждать и взбивать повторно.
Вот обратите внимание, если бы я работала при 20 градусах, масло взбилось бы намного лучше. И вот эта масса была бы очень пышной. Но так как здесь в помещении 33 градуса, масло взбивается, но не такое пышное, потому что немного подтаивает. Добавляем небольшую часть карамельной основы и продолжаем взбивать. Взбиваем несколько минут и потом добавляем следующую порцию. Я добавляла карамельную основу в 4 этапа. В самом конце добавляю последнюю порцию, а также соскребаю весь крем со стенок к центру. И взбиваем последний раз, также несколько минут. Вот посмотрите, крем у нас получился эластичный, структура гладкая, но плотности ему не хватает. Это все потому, что 33 градуса. Поэтому убираем вот этот крем в холодильник на 30-40 минут для охлаждения. После того, как крем охладится в холодильнике, посмотрите, как меняется его плотность. А теперь по желанию можем добавить сюда еще щепотку ванилина и взбиваем повторно. Обратите внимание, какая структура у этого крема. Он намного плотнее и становится пышнее, чем был до охлаждения. Теперь с таким кремом будет намного легче работать. Взбиваем миксером на максимальных оборотах несколько минут. Еще один маленький нюансик, на который я бы хотела обратить ваше внимание. Цвет крема будет меняться в зависимости от температуры крема. Если крем стоит в помещении, постепенно нагревается, тогда цвет становится более ярким. Именно вот этот крем можно использовать для украшения, для прослойки, а также для выравнивания торта. Надеюсь, что этот рецепт и мои советы вам пригодятся. Но я в свою очередь с вами прощаюсь. Говорю всем пока, до следующего выпуска.